Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас простой рассказ про деньги. Вернемся на 100 тысяч лет назад. Ты отличный охотник. Сегодня тебе очень повезло. Ты добыл огромного оленя. У тебя есть много свежего мяса. У тебя есть теплая шкура оленя. Но ты сломал нож. Без него теперь ты не сможешь охотиться. Тебе срочно нужен новый прочный нож. Ты идешь к мастеру в другую деревню. Этот мастер делает самые лучшие ножи. Ты предлагаешь ему свое мясо. Ты хочешь получить нож взамен. Это называется бартер. Бартер– это прямой обмен товарами. Но тут возникла проблема. Мастеру сегодня не нужно мясо. Его подвал забит едой до самого верха. Но мастеру нужно молоко для детей. А у тебя нет коровы. У тебя есть только мясо оленя. Сделка не состоялась. Ты расстроен. Твое мясо на жаре быстро портится. Тебе нужно искать того, у кого есть молоко. Ты должен обменять мясо на молоко, а потом молоко обменять на нож. Ты обходишь несколько домов. Наконец ты находишь человека с коровой. Ты меняешь мясо на кувшин молока. Ты бежишь к мастеру с этим кувшином. Если успеешь, получишь свой нож. Так жили люди тысячи лет назад. Такой обмен не всегда удобен. Люди тратили время на пустые споры. Торговля в деревнях шла очень медленно. Развитие мира стояло на одном месте. Человечество искало выход из этого тупика. Нужна была вещь, которую ценят все. Предмет, который можно легко обменять. Ты меняешь мясо на этот предмет, потом ты меняешь этот предмет на нож. Такой предмет называется универсальный эквивалент. И в каждой стране он был свой. В древней Месопотамии ценили зерно ячменя. Ячмень давал людям жизнь и силы. Все хотели иметь запас зерна. Зерно стало самыми первыми деньгами. Люди придумали даже меры для зерна. Одна чаша называлась сила. За одну овцу давали 100 таких чаш. Это было понятно и честно. Но у зерна были минусы. Оно было тяжелое, его трудно нести в другой город. В подвалах его ели мыши. От сырости зерно быстро гнило. На теплых берегах нашли другое решение. Это были маленькие ракушки каури. Они были очень красивыми и прочными. Их было приятно держать в руках. Главное, что их было удобно носить в мешочке. Ракушки стали валютой в Индии. Их ценили, потому что их мало. Ты не найдешь ракушки в лесу. Их невозможно было подделать. Природа создала их идеальную форму. Ракушки служили людям тысячи лет. Даже в Африке за них покупали все. Это были первые глобальные деньги. В холодных лесах Северной Европы люди нашли другую валюту. Там не было ракушек, но было много ценных зверей. Главным товаром для обмена стал мягкий и теплый мех куницы. В древних славянских землях его называли куны. Мех куницы ценили во всем мире за красоту и блеск. Охотники меняли шкурки на зерно, топоры и крепкие ножи. Позже люди привыкли к такому названию денег, и когда появились первые монеты, их долго называли кунами. Это слово прочно вошло в историю денежных систем Севера. Но у меха был очень серьезный минус. Обычная моль могла съесть все твои сбережения. Шкуры могли выцвести на солнце или испортиться от влаги. Поэтому северным народам тоже был нужен другой материал для обмена. В жаркой Эфиопии люди ценили соль. Это был редкий и важный продукт. Соль помогала долго хранить мясо. Без соли человек быстро терял силы. Люди делали из соли тяжелые кирпичи. На рынке от кирпича отбивали кусок. Это была оплата за товар. Но соль боялась дождя.
Вода могла просто растворить твое богатство. Человечество искало материал для денег. Этот материал не должен гнить. Он не должен бояться воды. Он должен быть очень редким. Так люди открыли для себя металлы. Медь, серебро и золото изменили все. Металл не боится насекомых или времени. Его можно плавить в любые формы. Его можно делить на части. Золото всегда было символом власти. Серебро ценили за чистоту и блеск. Сначала были просто слитки или грубые кольца из меди. Казалось, идеальные деньги найдены, но возникла новая беда — весы. Каждая покупка начинается с весов. Ты даешь кусок серебра за обувь. Продавец достает свои весы. Но ты не доверяешь его гирям. Ты боишься обмана. Продавец тоже нервничает. Очень быстро появились мошенники. В серебро они подмешивали дешевый свинец. Снаружи слиток блестел как настоящий, но внутри он был почти бесполезен. Проверить это на рынке было невозможно. Торговля превратилась в вечный спор. Люди тратили часы на проверки. Экономика начала тормозить. Всем был нужен единый стандарт. Нужно было честное подтверждение веса и чистоты металла. Так мир подошел к великому открытию. Правители решили ставить на металл печать. Клеймо гарантировало честность и вес. Это был настоящий прорыв. Именно так родились первые монеты. Теперь тебе не нужны были весы. Тебе нужно было просто посчитать монеты. В древнем государстве Лидия правил знаменитый царь Крёс. Он был невероятно богат и очень любил порядок. Крёс первым решил очистить золото от лишних примесей. Он приказал делать одинаковые кусочки металла одного веса. На каждой такой монете выбили голову грозного льва. Почему именно лев? В те времена лев был символом высшей власти. Это был самый сильный и смелый хищник в округе. Лев на монете означал личную гарантию великого царя. Знак говорил всем: это золото защищено моей силой. Ты точно знаешь цену каждой такой монеты. Другие люди видят льва на монете и верят правителю. Соседние страны быстро поняли пользу таких удобных денег. В Греции города начали чеканить свои красивые монеты. На серебре в Афинах гордо сидела мудрая сова. На островах люди чеканили на металле морских черепах. Позже по дорогам мира пошел римский серебряный динарий. На нем ты мог увидеть лицо самого императора. Для людей в дальних провинциях это была важная новость. Так они узнавали, кто сейчас правит огромным миром. Но содержание большой империи всегда требовало много золота. Правителям нужно строить дворцы и кормить солдат. На все это нужны деньги. Тогда императоры решили пойти на очень хитрый шаг. Они начали изменять состав своих монет. В чистое серебро добавляют обычную медь. Из этой смеси делают новые блестящие деньги. Внешне они выглядят совсем как старые динарии. На них все так же строго смотрит император. Но серебра внутри стало в 2 раза меньше. Сначала люди не видят этого обмана. Но через время правда всегда выходит наружу. Монеты начинают быстро темнеть. Люди понимают, что металла в этих деньгах стало меньше, поэтому на рынке за хлеб теперь просят больше таких монет. Твое доверие к царю и его деньгам исчезает. Жулики тоже начинают играть в опасные игры. Они берут в руку тяжелую золотую монету и острым напильником аккуратно спиливают края у этой круглой монеты. Они делают ее немного меньше. Это практически незаметно. Золотую пыль собирают, и потом из нее отливают свои монеты. Таких воров стало слишком много. Монеты в кошельках стали кривыми и совсем легкими. Торговля почти остановилась из-за этого вечного обмана. Порядок в этом хаосе навел великий ученый Ньютон. Он придумал делать мелкие полоски на ребрах монет. Теперь ты сразу видишь следы от острого напильника. Если край стал гладким, тебя хотят обмануть. Такую монету ты просто не возьмешь в руки.
Итак, ты стал богатым купцом. Тебе нужно ехать за товаром в другие страны. Тебе нужно как-то везти туда свои деньги. В лесах тебя ждут разбойники, а в море пираты. Ты не хочешь потерять свои тяжелые сундуки с золотом. Поэтому ты приходишь на городскую площадь. Там, за длинным деревянным столом, сидит особый человек. Этот стол люди называют словом «банко». Человек берет твое золото под свою охрану. Взамен он дает тебе лист бумаги. На этом листе написан секретный код. Ты едешь в другой город, совсем без охраны. Там ты находишь такой же стол. Другой человек читает бумагу и отдает тебе золото. Ты чувствуешь себя в полной безопасности на дороге. Теперь ты доверяешь не только блеску металла. Ты веришь бумаге и честному слову этого человека. Так в твоей жизни появляются векселя. Твои торговые дела ведут тебя в далекий древний Китай. Там ты видишь нечто совсем удивительное и новое. В одной провинции люди используют монеты из железа. Железо стоит дешево и весит очень много. Чтобы купить мешок чая, тебе нужна целая телега. Металл громко гремит и мешает тебе быстро идти. Местные купцы давно устали от такой тяжелой ноши. Они придумали оставлять свое железо на специальных складах. Взамен они получают от охраны обычный лист бумаги. На этом листе написана сумма твоего железного вклада. Ты берешь этот лист и идешь на рынок. Продавцы охотно принимают эти бумаги. Они верят печати склада и честному слову купцов. Ты чувствуешь, как твоя жизнь становится намного легче. Правительство Китая быстро поняло огромную пользу этой идеи. Оно запретило купцам печатать свои личные расписки. Власти сами стали выпускать первые бумажные деньги. Их называли дзяо-цзы. Это значит обменные знаки на простом языке. Это был самый первый в мире печатный станок. Но у бумаги был серьезный недостаток. Ее слишком легко напечатать в любое время. Власти Китая не смогли устоять перед этим соблазном. Они стали печатать много бумаги. Скоро бумажных знаков стало больше, чем реальных товаров. Деньги начали быстро терять свою силу. Люди снова захотели вернуться к звонкой металлической монете. Это был первый в истории крах бумажных денег. В Европе бумажные деньги появились гораздо позже. В XVII веке в Швеции возник дефицит серебра. Осталась только медь, и власти начали чеканить плиты. Одна такая медная плита весила 20 килограмм. Представь свой поход за хлебом с такой монетой. Тебе потребуется лошадь для обычных мелких покупок. Тогда один банкир предложил королю очень смелую идею. Он выпустил первые в Европе банкноты. Сначала люди были в полном восторге. Но банкир напечатал слишком много этих ярких бумажек. У него не хватило меди для честного обмена. Люди побежали в банк, но подвалы были пусты. Банкира приговорили к смерти, а доверие людей исчезло. И так повторялось много раз в разных странах. В XIX веке в мире удалось навести порядок. Эту систему назвали красивым словом «золотой стандарт». Главной валютой мира стал мощный британский фунт стерлингов. Это был самый честный договор государства и человека. Каждая бумажка в твоем кармане имела золотой запас. Ты мог прийти в банк в любой день. Тебе обязаны были выдать золото за бумагу. Цены в магазинах не менялись по 50 лет. Ты мог копить деньги всю свою жизнь. Но в 20 веке начались страшные мировые войны. Война– это всегда очень дорого. Странам нужно покупать и производить танки, пушки, снаряды, патроны и прочее. И все это в итоге просто уничтожалось. Золота в банках стало катастрофически не хватать. Власти начали просто печатать деньги. В 1971 году случилось знаковое событие. США официально отказались менять свои доллары на золото. Теперь бумажные деньги ничем не обеспечены. Старый мир денег умер навсегда. Мы вступили в эпоху денег на доверии. У купюр в твоем кошельке нет своей цены. Это просто бумага с водяными знаками и защитой.
Твои деньги чего-то стоят только из-за твоей веры. Ты веришь своему правительству и его строгим законам. Ты веришь, что завтра сможешь купить еду за эти цифры. Сейчас деньги стали полностью невидимыми и очень быстрыми. Твоя зарплата– это просто сообщение в твоем телефоне. Ты платишь за кофе простым касанием пластика. Это похоже на самую настоящую древнюю магию. Но внутри этой магии живет старая история про ракушки. Цифры в твоем телефоне– это современные ракушки каури. Раньше в банках лежало золото в тяжелых слитках, а сейчас там стоят только компьютеры. На этом доверии и технологиях стоит современный мир. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующей серии.